Сегодня я вам предлагаю связать вот такую замечательную салфетку крючком. Я использовала пряжу, к сожалению, и название не знаю. У меня вот просто остался вот такой моточек скрученный, который даже я не знаю ни состава, ни названия этой пряжи. Но для вязания такой салфетки вполне подойдет любая хлопковая пряжа. Это может быть бегония, это может быть детский хлопок, пехорка ажурная. То есть любой хлопок, в котором примерно 100 грамм 300 метров, 100 грамм 200 метров. То есть любая пряжа, любой толстенький хлопок отлично подойдет для вязания этой салфетки. Я использовала крючок 3,5, потому что у меня пряжа, она толстенькая такая, секционная, краски она, как вы видите. Поэтому вязать эту салфеточку мы будем вот по этой схеме. И давайте приступим к вязанию. Для начала набираем кольцо амигуруми. Для этого мы берем ниточку, хвостик оставляем вот в ладошке, оборачиваем ниточку вокруг пальчиков, и которая ниточка идет к мотку, мы ее вот немножечко вот сюда как бы оставляем свободной. Вводим крючок под вот это колечко. Вот под вот это вот вводим крючок, подхватываем вот ниточку, подхватываем, протягиваем сюда, колечко опускаем, мы его не затягиваем, чуть-чуть можно подтянуть, но чтобы оно у нас оставалось. И начинаем вязать. Мы затянем после того, как все провяжем. Начинаем вязать 3 воздушные петельки. Они у нас будут считаться за первый столбик с накидом 1, 2, 3, 3 воздушные петельки. И теперь у нас всего должно быть 16 столбиков с накидом в это колечко. Так как 3 воздушные петельки у нас считается за первый столбик с накидом, мы его вот провязали, нам осталось провязать в кольцо еще 15 столбиков. Поэтому провязываем 15 столбиков с накидом в это колечко. Первый, у нас 3 воздушные петли, первый столбик, мы провязали второй, делаем накид, крючок в колечко заводим, провязываем 3 столбик и так вяжем 16 столбиков, чтобы у нас получилось. Я провязала 3, мне нужно еще провязать 13 столбиков. Я провязала 16 столбик. Теперь вот этот хвостик, который у нас был, мы его затягиваем. И у нас получается вот такое колечко. Хвостик этот мы спрячем в самом конце вязания, когда наша салфеточка будет готова. И теперь нам нужно соединить соединительной петелькой в 3-ю петлю подъема. Вот мы вязали, первая петелька у нас была, вторая, и вот сюда вот в 3-ю петельку мы вводим крючок, подхватываем рабочую нить и соединительной петелькой протягиваем, соединили. Все, ниточку подтянули, у нас она осталась. Дальше из соединительной петельки мы провязываем 3 воздушные петельки подъема, воздушную петлю, и в первую же петельку, откуда мы провязывали 3 воздушные петли подъема, сюда же провязываем столбик с одним накидом. Провязываем 1, 2, 3, провязали 1 петелька на ряд, накид на крючок, и сюда же, вот откуда мы вязали 3 воздушные петельки, сюда же провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Дальше воздушная петелька, воздушная петля у нас будет приходиться на ряд. То есть вот мы вязали из 3 воздушных петель, 1 петелька у нас приходится на ряд, то есть на вот этот столбик.
И в следующий столбик, то есть получается 3 воздушные петли, это первый, второй, в третий столбик провязываем вот группу столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Затем опять пропускаем один столбик, на него мы провяжем одну воздушную петельку на ряд, и в следующий провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. То есть у нас чередование, как бы мы вот эту вот группу провязываем через один столбик. Провязала я воздушную петельку, пропускаю вот один столбик, и вот в этот следующий столбик делаю накид на крючок, и сюда я провязываю столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же провязываю второй столбик с накидом. Опять провязываю воздушную петлю, пропускаю один столбик, и в следующий делаю накид на крючок и провязываю сюда столбик с одним накидом. Воздушная петелька, накид на крючок, и сюда же провязываю еще один столбик с накидом. Опять воздушная петля, накид на крючок, пропускаю одну петлю, следующую провязываю столбик с накидом. Воздушная петелька, опять накид на крючок, и сюда же опять столбик с одним накидом. Воздушная петля на ряд, один пропускаем и дальше вяжем до конца. По схеме у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Посчитайте, у вас должно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше, когда мы провязали последнюю вот столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, провязываем воздушную петельку и соединительной петелькой провязываем в третью воздушную петельку подъема. Вот, находим третью воздушную петельку подъема и соединительной петелькой соединяем. Далее нам нужно вязать теперь из воздушной петельки, вот которую у нас между столбиками мы вязали. Поэтому мы аккуратно крючочком, нам нужно вот отсюда связать, мы вводим крючок сюда, вот как бы соединительной петелькой мы переходим вот именно в эту часть. Мы ввели крючок, протянули. Еще раз покажу. Мы закончили вязание в третью воздушную петлю подъема, и теперь будем вязать вот отсюда. Вводим сюда крючок, подхватываем рабочую нить и протягиваем. Все, мы оказались ровно посерединке. Теперь здесь мы провязываем 3 воздушные петли, отсюда же и сюда же вяжем еще один столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Накид на крючок, и сюда же вяжем столбик с одним накидом. Вот так вот. Дальше мы провязываем 2 воздушные петельки, одну, вторую мы провязали, и теперь получается мы по 2 столбика с накидом будем вязать в каждую воздушную петлю предыдущего ряда, которую мы вязали и между 2 столбиками, и между самим вот этим раппортом. Провязали 2 воздушные петельки, теперь вяжем вот сюда первый столбик, второй столбик, опять 2 воздушные петельки, находим, где мы воздушную петлю вязали, вот между 2 столбиков, сюда делаем накид на крючок и провязываем 2 столбика с накидом, первый, второй. Опять провязываем 1-2 воздушные петельки, накид на крючок, находим воздушную петлю предыдущего ряда и сюда провязываем 2 столбика с накидом. Опять 2 воздушные петельки, накид на крючок, и опять вот нашли воздушную петлю и сюда провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петельки. И продолжаем также вязать воздушные петли предыдущего ряда.
Провязываем последний столбик, и теперь мы должны сделать соединение в третью воздушную петельку подъема. Но мы будем соединять столбиком с одним накидом. То есть мы делаем накид на крючок, находим третью воздушную петлю подъема, которую в начале ряда провязывали, вот она у меня, и провязываем столбик с одним накидом. Вот. У нас вот так получается. Теперь отсюда мы провязываем 3 воздушные петельки подъема, и сюда же в этот столбик с одним накидом провязываем еще один столбик с накидом. Я провязываю 1, 2, 3, и сюда же вот в эту арочку, которая у нас получилась, провязываю столбик с одним накидом. Провязали. Дальше у нас будет идти в каждую арку из 2 воздушных петель по 4 столбика с одним накидом. Далее я делаю накид на крючок. Вот в каждую вот эту вот арочку мы будем провязывать по 4 столбика с одним накидом. Вяжем сюда 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Опять следующую арку также вяжем 4 столбика с одним накидом. И вот мы подходим к началу, где мы вязали 3 воздушные петли и столбик с накидом. И сюда же, в эту арочку, мы провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Провязали, и соединительной петелькой соединяем в третью воздушную петлю подъема. Вот сюда. Вот так у нас получается. Далее отсюда же мы вяжем 3 воздушные петельки подъема и столбик с накидом. Далее в серединку вяжем 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом. И так по кругу будем повторять. Сюда теперь вяжем 1, 2, 3, и сюда же провязываем столбик с одним накидом. Теперь делаем накид на крючок, находим вот серединку, мы вязали 4 столбика, вот сюда, прямо между, чтобы с одной стороны 2 и с другой стороны 2, ровно посерединке. Сюда провязываем первый столбик с накидом, сюда же провязываем второй столбик с накидом, 1 воздушная петелька, и еще сюда же 2 столбика с накидом.
опять накид на крючок, находим серединку и в серединку провязываем опять 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом. Вот так у нас будет получаться. В серединку провязываем. Опять накид на крючок и в серединку между двумя столбиками провязываем 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом. И когда подходим к концу, по схеме мы видим, что откуда мы вязали 3 воздушные петельки подъема, сюда мы провязываем 2 столбика с накидом и столбиком с одним накидом соединяем в третью воздушную петлю подъема. Делаем накид на крючок. Вот мы провязывали 4 столбика. Вот сюда перед 3 воздушными петельками сюда провязываем первый столбик, второй столбик. Всего у нас получится 4. Тут 2 и тут 2. Теперь делаем накид на крючок, находим третью воздушную петельку подъема, вводим сюда крючок и провязываем столбик с одним накидом. Все, у нас получилась петелька здесь. Далее мы теперь отсюда провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь сюда же, вот в эту арочку, мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Всего у нас получится 6 столбиков. И так до конца в каждую арочку, вот где вот мы вязали, вот 2 воздушные петли, по одной воздушной петельке между двумя столбиками с накидом, мы будем провязывать по 6 столбиков с одним накидом. Вот одну мы провязали, 1 столбик, это у нас 3 воздушные петли. Теперь сюда вяжем еще 5. Второй, третий, четвертый, пятый
и 6. Всего 6 столбиков у нас здесь должно быть. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 это 3 воздушные петельки. Опять делаем накид на крючок, находим воздушную петельку между двумя столбиками предыдущего ряда, сюда вводим крючок и сюда же провязываем 6 столбиков с одним накидом. Опять накид на крючок, находим, вот они у нас 4 столбика, 1, 2, 3, 4, между ними 1 воздушная петелька и сюда провязываем 6 столбиков. И я провязала, и теперь по схеме мы должны соединить в 3-ю воздушную петельку подъема соединительной петлей. Находим 3-ю петельку подъема. Вот у меня 3 петли подъема. Я нахожу 3-ю петельку. Вот она у меня. Ввожу крючок и соединительной петелькой завершаю вязание. У нас получилась вот такая замечательная салфеточка. Теперь мы обрезаем нить. Берем крючок меньшего размера, можно вот какой есть у вас. Подтягиваем эту ниточку, которую обрезали на крючке, и с обратной стороны мы ее сюда протягиваем. Протягиваем и закрепляем. Закрепили и ниточку протянули. И аккуратно обрезали. Вот так вот. Теперь вот эту срединную ниточку мы тоже подтягиваем аккуратно. Также мы ее закрепляем на узелок. Подтягиваем хорошо этот узелок. И заправляем ниточку. И аккуратно обрезали. И у нас получилась вот такая замечательная салфеточка.